Ну что же, всем привет. Намасте. Божественное во мне приветствует божественное в каждом из вас. Первый эфир, понедельник, день веселый, физический мир. Сколько в нем всего прекрасного существует. Как здорово, что мы вообще в этих физических телах можем этот физический мир исследовать. Это просто прекрасно. И, в общем, в этом сегодняшнем эфире хотел поговорить об этом интересном феномене, к которому мы так привыкли, потому что у нас есть физические тела, которые мы в каком-то смысле считаем сами собой. И можно сказать, что в определенном смысле это так и есть, но на самом деле это совершенно не так, потому что как примерно, можно сказать, примерно как, приветствую, как машина, в которую мы садимся. Когда мы садимся в машину, мы едем по ней, и она помогает нам, то есть это быстрее передвигаться, очень удобно. Мы едем по дороге, куда-то передвигаемся, и нам нужно очень хорошо эту машину как бы чувствовать с той точки зрения, что если мы плохо ощущаем какие-то, грубо говоря, границы этой машины, она может куда-то врезаться, там, пропустить поворот, и поэтому мы очень сильно, если мы хороший водитель, мы как бы за эту машину начинаем переживать как за себя. И как будто бы нам уже кажется, что мы эта машина, если, конечно, это очень хороший водитель, да, или просто человек, который не хочет куда-то врезаться, да, и конкретным образом доехать нормально, безопасно до места назначения в этой поездке. И наше физическое тело очень похоже на нашу как бы машину, да, в этом примере, по аналогии. То есть мы как сознание, как осознанность, которая не имеет формы на самом деле, мы просто для того, чтобы исследовать вот этот вот самый физический мир, который мы наблюдаем своими глазами, можем обонять, ощущать, осязать, слышать, видеть. У нас есть 5 физических чувств. Есть еще 6-е чувство, но оно такое, очень такое. Сказать, насколько оно физическое, можно с этим поспорить, в принципе. Вот. То есть мы используем свое тело, мы как сознание используем свое физическое тело, или иллюзию физического тела, если хотите, для того, чтобы этот физический мир воспринимать и исследовать. Привет всем присоединившимся. И на самом деле грандиозно, конечно, этот физический мир. Кто-то говорит, что мы живем в матрице, можно сказать, что так и есть. Те, кто ближе к материалистическому взгляду, говорят, что, считают более или менее осознанно, что вот кроме этого физического мира больше ничего нет, и когда человек умирает, просто растворяется все, что в нем есть. Есть и такие точки зрения. Я придерживаюсь другой. Потому что я на своем опыте исследовал этот мир, и я предлагаю каждому, на самом деле, вот это исследование самостоятельно. Не потому что мы можем просто верить, грубо говоря, в то, что есть что-то, какие-то вещи общепринятые. Там что-то ученые там решили, мы просто поверим. Я предлагаю каждому из вас, если вы все еще это не сделали, кто-то уже знает кое-что об этом, из тех, кто смотрит, самостоятельно исследовать вот эту вот физическую материю, физическую реальность, что внутри. И я для себя, готовясь как бы к этому эфиру, я для себя подумала, вот как бы я охарактеризовал материальный мир, да? Тот самый вот нижний из возможных, то есть если мы говорим о уровнях сознания, то есть прям максимально вот конкретный, плотный
мир, я бы сказал, что это сконденсированная пустота. А, ну, как вы знаете, те же атомы на 99 с лишним процентов, если по объему брать, состоят из пустоты. Да, и можно сказать, что если сознание — это просто наблюдатель, то оно, конечно, может быть в себе, наслаждаться собой, и при этом ему интересно, а как можно вот с собой поиграть, ну, как мы уже говорили в прошлом эфире, как можно с собой поиграть какими-то другими способами, чем это в его мирах сознания происходит. И таким образом можно сказать, что создали физический мир, сознание создало физический мир, чтобы, собственно, посмотреть, как бывает, а потом еще поместило себя в этот физический мир. И мы с вами, как люди, да, или как осознанные существа, исследуем этот физический мир с помощью нашего прекрасного человека. Вот. Вообще я люблю метод аналогий. И еще одна аналогия, которая может здесь хорошо описать. Ну, конечно, человек не только это вот физическое тело и все. У нас есть, например, такая вещь, как такое свойство, как проявление эмоций, естественно, да, об этом через неделю я тоже хотел бы, собираюсь рассказывать, вот, во вторник следующий. И, например, мысли. Это тоже качество человека, то есть человек — это мыслящее существо, мы можем задуматься о чем-то. И даже кроме того, чтобы мыслить о вот этом материальном мире, да, как-то осмысливая, осознавая все то, что к нам приходит через наши органы чувств, зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, мы еще можем вспоминать, фантазировать. И на самом деле это, конечно, огромный спектр того, что мы можем делать с помощью нашего ума. Да, поэтому человек — это не все, не просто физическое тело, конечно же, да. Это как минимум тело, эмоции и мысли. Да, как минимум вот эти 3 слоя у нас существуют, как у человека. Ну, вот еще можно добавить к нему еще вот этот слой фантазии, мечтаний и так далее и тому подобное, да, и это первая база, из которой как бы состоит человек. Если смотреть дальше, на более высших уровнях, мы уже будем себя воспринимать больше как сознание и как душа, если хотите, дух. То есть это будут уже следующие уровни, которые в нас тоже есть, но не все их осознают. Есть традиционные взгляды ученых, да, которые существуют, но на самом деле в последние годы, как я упоминал уже несколько дней назад, они потихонечку трансформируются, да, потому что все больше и больше становится понятно, что сознание просто так игнорировать невозможно. Раньше думали, что вот есть физический мир, он максимально объективен. Если мы что-то зададим начальные условия, то в конце мы получим точно определенную штуку. Кто бы ни запустил этот шарик, он все равно упадет вниз, он все равно скатится по горке и так далее. То есть вот одно из свойств физической материи — это гравитация. По крайней мере, физическая материя она есть. Она есть не только у физической материи, существует еще эмоциональная гравитация и другие ее типы. Но физическую гравитацию, она всем понятна максимально. Если мы отпускаем что-то, оно берет и падает вниз. Обычно это происходит так, поэтому верим, что по-другому происходить просто не может. И те удивительные случаи, которые могли, например, как сказать, проживать некоторые необычные личности, вроде йогов, которые там ходили там на гвоздях, на углях или на чем угодно, там Иешуа, который также известен как Иисус, греческая его версия его имени, который, например, ходил по воде и так далее. То есть, с одной стороны, физические законы кажутся нам объективными, мы их проверили много-много раз, они работают и так далее. С другой стороны, есть интересные примеры, которые вроде как нарушают законы физики, и таким образом, так сказать, потрясают вот фундаментальность этого нашего материалистического подхода, да, если он у нас есть. Вот, и
последний вот век, да, то, что было 20-м столетием, исследования квантовой механики говорят о том, что состояние наблюдателя влияет на результат эксперимента, который он проводит. И это, конечно, был нонсенс, и это было просто огромное расширение взглядов на физический мир и вообще на тот мир, в котором мы живем. Потому что если бы этот физический мир был базой, основой всего, то думай, не думай, все равно вещи работают так, как они работают. Однако же некоторые люди сумели каким-то образом законы физики научиться обходить, и вообще с элементарными частицами, такими как, очень маленькие частицы, электроны, фотоны, с ними на самом деле все гораздо интереснее, потому что даже обычный ученый может просто поставив или не поставив камеру, есть очень известный эксперимент, где есть две щели и источник света, который стоит за ними. На него очень часто ссылаются там эзотерики всякие, но на самом деле он реально есть. Если ты ставишь камеру, как бы наблюдатель, он ведет себя одним образом, если ты камеру не ставишь, он ведет себя другим образом, то есть как частица или как волна. Называется это умными словами корпускулярно-волновой дуализм, но какая разница, как он называется, главное, что мы можем из этого понять, что есть наблюдатель или нет, это играет колоссальную роль. Таким образом, это уже дает повод усомниться в однозначности возможной материалистической концепции, материалистического подхода к миру, который мы наблюдаем. Можно спросить, если же он такой весь из себя нереальный, матрица и так далее, почему же он нам кажется таким реальным? Можно сказать, потому что он сделан был именно для того, чтобы проживать вот эти вот самые опыты и максимально верить в них, то, что мы их проживаем. Потому что если бы мы не верили в серьезность вот этой вот всей реальности, которую мы проживаем, наверное, было бы в чем-то даже неинтересно и скучно немножко быть в этом, потому что, как будто, если что-то воспринимается нами как реальное, мы сразу втягиваемся, нам интересно, а можно это попробовать, а можно это. А когда мы, нам все равно, мы понимаем, что это все игра и нереальность, как будто бы нету вот такой вот глубины, что ли, опыта, потому что нам все равно. Мы чувственно в этом совершенно никак не задействованы, и нас это как бы не цепляет, да, можно так сказать. Например, можно легко привести аналогию с компьютерной игрой. Вот представьте, вы садитесь за компьютер, вам рисуют картинку, у вас там есть какой-то персонаж, за которого вы играете, и он там собирает монетки, что-то еще делает. И когда вы долго в этом сидите, вы начинаете втягиваться. Вы начинаете ассоциировать себя с вот этим вот персонажем компьютерной игры. Когда в него там попадают, вам кажется, что это плохо, и вас могут убить. То есть человек втягивается очень легко. Приветствую. Очень легко человек втягивается в компьютерную игру, да, то есть в ту реальность, которую он показывает. А сейчас еще VR есть, вот эти вот очки. И, в общем, это очень интересно наблюдать за собой. Просто можете сходить, если не были, как мы быстро втягиваемся в ту картинку, которую нам передает. VR-очки, компьютерный экран или этот наш физический мир с нашими глазами, да, то есть реальный ли физический мир? Большой вопрос. Мы получаем эти сигналы из мира через наши зрительные нервы, слуховые нервы и так далее, и так далее. И наш мозг создает нам картинку этой реальности. Реальна ли она? Можно сказать, что да, можно сказать, что нет. Вот, но, по крайней мере, то, как мы втягиваемся в те же самые компьютерные игры виртуальную или дополненную реальность, уже может сказать нам о том, как легко мы можем подумать о том, чем мы как бы на самом деле не являемся. То есть, как легко мы втягиваемся вот в эту игру. Это на самом деле очень такая, как это сказать, захватывающая игра. И очень здорово, что мы можем в этих прекрасных телах, которые у нас есть, проживать эту удивительную и замечательную реальность. Вот. И при этом, конечно, это удивительно. При этом, что больше всего втягивает, да? Когда нам хорошо, нам, в общем-то, неважно, грубо говоря, есть у нас тело, нет, нам примерно, в общем, на него, как сказать,
мы можем как бы опустить глаза на то, что оно у нас есть, например, закрыть глаза где-то в тишине, и то ли оно есть, то ли его нету, какая разница. Вот, но когда присутствует какой-то дискомфорт, то мы сразу вспоминаем то, что, блин, мне больно, например, да, хотя, может быть, правильнее было бы даже говорить моему телу больно, потому что у нас очень внутри сильное убеждение о том, что мы являемся нашим физическим телом. Это просто, можно сказать, прошито в каждой клеточке. И это очень интересно, почему так происходит на самом деле. И действительно, если увидеть это с точки зрения того, что сознание входит в тело, да, можно сказать, что сознание входит в тело когда? Когда оно является одной клеткой в утробе матери. И она начинает делиться, и оно все больше и больше с этой формой начинает себя ассоциировать, потому что он пришел в игру, как бы загрузка идет, как в компьютерных терминах выражаясь. И когда он рождается, он сразу чувствует холод, голод, и погнали, игра началась. Новый уровень, новая попытка вспомнить, кем я являюсь, вот, и выйти, наконец, из этой игры, которая, конечно, некоторых затягивает очень на много воплощений. Почему? Потому что мы забываем, кем мы являемся на самом деле, чистым сознанием, и таким образом мы прожили эту жизнь, и вроде что, естественно, было бы вернуться обратно на уровень нашего чистого сознания, кем мы являемся. Но мы так заигрываемся, потому что нам так интересно. Вот как для женщин, да, девчонок, это может быть очень показательно, когда в детстве все играли в куклы, и получается, что когда мы берем вот эту вот куколку, мы начинаем играть. И сначала мы понимаем, что у нас в руке кукла, да, но в момент того, как там какие-то интересные сюжеты, приветствую, разворачиваются, то получается, что этой куколкой мы играем, и мы как будто уже являемся этой куколкой. То есть абсурдность того, что мы проживаем, как сознание попадает в клетку эмбриона, интересный вопрос. Ну, я попытаюсь об этом сказать, и можно сказать, что полностью мы точно до конца не поймем, как это происходит, потому что это отдельный механизм, который очень долго разрабатывался, чтобы быть, так сказать, воспроизведенным. Да? Я продолжу сначала пример, а потом попробую ответить на вопрос, который вот здесь пришел от Анастасии. Так вот, вот мы просто играемся в куколку и забываем, кто мы есть, что мы вот этот товарищ, то есть сознание, да, как аналогия в нашем примере, а не вот этот товарищ, то есть тело, да, с его эмоциями, мыслями, то есть это не тот персонаж, которым мы играемся, а именно то, что в этого персонажа поместила часть себя, поместила часть сознания и проживает через него очередную версию своей игры. Познание мира, выражение себя, своей сути со своими качествами через этого товарища. Если пытаться ответить на вопрос, как сознание попадает в клетку эмбриона, это на самом деле, можно сказать, тайна. Можно сказать, что это очень долго спланированная и разрабатываемая технология, можно так сказать, ее назвать, которая, в общем-то, на самом деле, это очень большая задача была, потому что чистое сознание это, с человеческой точки зрения вообще ничто, потому что человек воспринимает с помощью физических органов чувств. Сознание не физическое, то есть оно не материальное абсолютно. И поэтому с точки зрения сознания, если бы мы попытались напрямую воспринять сознание, мы бы сначала ничего не почувствовали, ничего не ощутили, потому что наши физические органы чувств не могут никак пощупать, то есть сознание не может потрогать сознание напрямую, потому что оно нематериальное. Вот, и оно очень, как это сказать, можно сказать, свободное, то есть оно, грубо говоря, подобное, например, газу в помещении, оно занимает все пространство. И когда речь идет о том, чтобы сознание поместилось внутрь человека, да, или другого одушевленного существа, это очень серьезная задача, потому что сознание максимально
свободна, и безгранична на самом деле, а физическая материя, она вот очень маленькая, очень крохотная, если, например, взять физическую вселенную, которая просто колоссальная, гигантская, может посмотреть на снимки Хаббла или Джеймса Уэбба, восхититься красотой прекрасной физической вселенной, которая вот так восхитительно просто и так невероятно. И, конечно, когда смотришь на эти снимки, поневоле задумаешься, почему, например, мы, как люди, решили, что вот только на этой крошечной планете, в одной из галактик, существует жизнь, и как будто в других она, в принципе, не может существовать. Ну, уровень степени особенности, конечно, ну, так скажем, очень интересная у нашего вида. Ну, с другой стороны, мы себя как люди любим, наверное, и хотим быть и такими единственными в своем роде, но совершенно не обязательно, что это так. И никто не говорит, что на других планетах, в других звездных системах нет нигде нет жизни. Даже ученые нашли какое-то количество планет, на которых, в принципе, плюс-минус может быть жизнь, если мы представляем ее примерно с теми же требованиями, которые у нас на планете. Но совершенно не мешает каким-то растениям и животным на других планетах быть немножко по-другому устроены, из другого химического элемента, с другими совершенно процессами химическими. Даже на этой планете огромное разнообразие живых существ. А на других-то может быть и другое. Вот, но если пытаться возвращаться в этот вопрос, как сознание попадает в клетку эмбриона, то это очень, как это сказать, технология, которая очень долго разрабатывалась, ну, долго, можно сказать, с точки зрения сознания, долго это ничто, потому что сознание – вечность, и поэтому у сознания всегда есть время, да, или можно сказать, что все происходит в один момент, и, соответственно, можно сказать, что для сознания ничего не занимает те миллиарды лет, которые, например, эта физическая вселенная существовала. Это как одно мгновение. Вот, потому что оно не заперто внутри вот этого вот времени и пространства, кстати. Да. Вот, получается, что есть физический мир, и сознание помещает часть себя в клетку, первую клетку, которая зародилась, так сказать, внутри человека, да? А по аналогии у животных тоже процесс происходит, но мы говорим в первую очередь о людях, потому что мы как бы люди, или считаем себя ими. Вот, и получается, что есть определенный механизм, который, но даже бы я полностью вам описал, как это происходит, во-первых, полностью, можно сказать, для человеческого ума, как я чувствую, невозможно, в принципе, объяснить вот от начала до конца, как это происходит, потому что ну, можно сказать, потому что человеческий ум очень ограничен, можно сказать, потому что человеческий лексикон очень сильно ограничен, и человеческие слова придуманы в первую очередь для человеческих ситуаций. А здесь совершенно непривычная людям ситуация, когда сознание, нечто не имеющее формы и нематериальное в принципе, пытается каким-то образом смешаться с физической клеткой, которая потом начинает делиться, вырастает в зародыше дальше ребенка, подростка, взрослого, и дальше, соответственно, когда оно отыграло свою роль, да, сознание покидает, возвращается в идеале к себе, а на практике очень часто бывает, что оно как бы до конца к себе не возвращается, а где-то в околоземных реальностях начинает проигрывать себе картинки, вот, похожие на то, как оно проживало на планете. Так вот, можно сказать по поводу того, как оно попадает в клетку эмбриона, можно сказать, что оно должно как бы принять условия игры. В нашей игре, как людей на планете Земля или каких-то других существ, если на других планетах есть жизнь, да, ну, мы говорим про нас в первую очередь, поэтому в нашей игре есть определенные правила, то, что, ну, например, как в шахматах, да, в шахматах фигуры могут ходить определенным образом. Пешка, конь, слон, ферзь, король и ладья. И тоже есть определенные правила, которые есть в нашей игре компьютерной. Вот. И чистое сознание должно принять эти правила, чтобы, ну, можно так сказать, поверить, что оно является этой клеткой или заключено внутрь этой клетки.
На самом деле механизм очень долго этот разрабатывался, и оно очень сильно сжимается, потому что сознание занимает, можно сказать, все пространство, хотя оно на самом деле ничего не занимает, но оно как бы безгранично по своей природе. И оно должно поверить в свою ограниченность, то есть оно фокусируется, и как будто бы заставляет само себя поверить, что оно является вот этой вот частичкой материи. И так хорошо разработан этот механизм, что, в общем, мы большая часть человеков не сомневается в том, что вещи такие именно и есть. И таким образом происходит, и то, что мы являемся нашим телом. И это базовое убеждение, которое, можно сказать, является правилом этой игры, и за пределы которого мы можем выйти, потому что мы на самом деле являемся сознанием, и мы вообще не ограничены, и мы играемся вот в эту куколку, которая, забыв, что эта куколка, это просто наша куколка. А не мы. Вот мы, грубо говоря. Вот, и это очень интересно, то, что большая часть людей до сих пор верит, что они являются этим персонажем, да, этим физическим телом с его качествами. У нас же есть личность, то есть какие-то основаны на каких-то эмоциях, которые у нас были в детстве, например, или у нас постоянно протекают на каких-то мыслях, мы думаем о себе определенным образом, но вот основа нашей личности, фундамент – это наше физическое тело, о котором сегодня мы и говорим. Вот, и то, что можно сделать, это можно выйти за пределы этого представления, и на самом деле это колоссально. Колоссально, потому что это представление настолько имеет такую, можно сказать, гравитацию. То есть большинство людей верят, что они физическое тело. И кто-то может вам сказать: ага, ты не физическое тело, попробуй ударить этот камень. И тогда ты мне скажи, больно ли тебе или нет. И несмотря на то, что больно, если мы, например, решили ударить камень, нашему физическому телу, но поскольку мы как сознание так сильно с ним отождествились, в ходе вот этого деления клеток, в ходе этого роста, в ходе нашего опыта с самого рождения до каждый день ребенок маленький проходит через огромное количество опытов, и для него он учится с этим телом взаимодействовать, и потом все старше становясь, все более и более еще обуславливались, потому что сначала там детский садик у нас, где воспитательница скажет, что давай-ка ты веди себя нормально, а то вот мама с папой работают у тебя, а ты тут, мол, это самое, хулиганишь. И очень-очень сильно вот это ограничение, потом школа со всеми этими знаниями, которые очень сильно направлены на ум, но достаточно мало задействуют именно чувства. Сейчас, конечно, немножко меняется, это постепенно, потихонечку в каких-то школах, но очень много все равно этого. И получается, что на выходе, там еще институт, если добавим, чтобы в армию не идти, очень актуально последние годы. Вот. И таким образом получается, что человек уже настолько упаковывается вот в эту коробочку, что у него как будто бы и нету и вариантов особо сомневаться в том, что есть, потому что у него есть физические потребности, у его тела есть физические потребности на самом деле. У него есть желания, простые человеческие желания, потому что он посмотрел, а тот лучше меня, и сразу интересно. Да? Больше подписчиков, красивее машина, жена, что угодно, квартира, все что угодно. И мы очень быстро втягиваемся, начинаем, попадая вот в эту игру, и смотря, что я – это я, а другой – это другой, и мы пойманы в эту реальность. И игра началась. Игра началась уже по-серьезному, потому что тут уже надо, если какие-то там не такая красивая машина, как у соседа, она в принципе не критична, да, ну то есть имидж, конечно, может пострадать или что, но безопасность физического тела, а покушать-то надо, потому что если ты не покушаешь, если не покормишь своего пупсика, да, свое тело, он может и коньки отбросить. А там кто знает, что будет. Вот, поэтому, конечно же, вот такой критичной, да, эмоции, можно сказать, которая втягивает нас очень сильно в это физическое тело, является банальный страх. Страх может быть связан очень со многими нюансами или спектр страхов может быть совершенно разный. То есть мы можем бояться как за карьеру, там, как за, там, я не знаю, отношения, все что угодно, да. Но вот здесь в первую очередь можно сказать о страхе смерти, на самом деле. Потому что поскольку мы так сильно и плотно поверили, что мы вот этот вот пупсик на самом деле, а не то, кем мы являемся на самом деле, то есть сознание, которое просто часть себя поместило, чтобы поиграться как в компьютерную игру.
Там фильм «Матрица», я думаю, все из вас смотрели. Если нет, можете глянуть. Хороший. Вот. Вот. И, соответственно, мы так сильно поверим, что мы вот этот пупсик, что нам очень не хочется, чтобы этот пупсик как-то там пострадал в ходе игры. Например, какой-то злой мальчик из соседней песочницы взял ногу нашему пупсику, оторвал, мы такие плакать. Потому что как? Ему же больно. И на самом деле пример вроде простой, но он очень конкретный. Потому что мы, как сознание, забывая себя как сознание и веря в то, что мы физическое тело, потому что очень хороший механизм был разработан, чтобы нас сюда поместить, чтобы себя сюда поместить, и почувствовать эту игру как настоящую, что мы просто этими страхами связываемся таким сильным образом. И это все на таком уровне. Просто представьте, если мы растем из одной клетки, и где-то с точки зрения генетики можно сказать, что от первой клетки мы наследуем определенные качества, то что проживала клетка. Надо поесть, и надо, чтобы тебя не съели. И все это внутри нас, хор этих клеток, нам говорит, что давай-ка ты не вздумай там отпускать чего-то, веру в то, что ты физическое тело, давай-ка как-то это будем потише, поскромнее, и будем кушать, обязательно спать и так далее. Чтобы все было. И я здесь не призываю плохо относиться к физическому телу, потому что тело – это прекрасный, как говорят, физический сосуд, прекрасное творение. Можно сказать, наше творение, как наше сознание. Можно сказать, что в этом творении принимали участие наши физические родители, да, как мама и папа, да. Вот, при этом физический папа и физический мама, да. При этом, с точки зрения сознания, можно сказать, что нашим физическим родителем является наша душа, потому что наше сознание, как нас, которое в нас заложено, в каждую клеточку, которая с нами, оно является частичкой сознания, чистого сознания, которым мы на самом деле являемся, можно сказать, души. Да? То есть душа присылает часть себя, чтобы проиграть очередной сценарий в очередном теле, на очередной планете, например. И таким образом можно сказать, что наш истинный родитель, он как бы является нашей душой, то есть это мы на самом деле являемся нашим истинным родителем. Хотя, конечно, от как бы наших физических родителей тоже какие-то вещи мы можем наследовать с той точки зрения, что они свой генетический материал передали для того, чтобы у нас были какие-то качества, как черты лица, например, тип мышления даже может передаваться просто, это уже даже с поведением, когда мы начинаем жить с родителями или с кем-то из них, вот мы начинаем набираться тоже параллельно всяких разных шаблонов, установок, и игра просто невероятно увлекательна. Невероятно увлекательна, и при этом, когда мы в страхе в этом, мы спим. Да, поэтому что нужно делать? Нужно понимать, во-первых, что мы как сознание творим всю эту игру. Мы авторы этой игры, и мы, если мы хотим, если мы позволяем, мы можем просто своим намерением сказать, что я хочу проживать в этом мультике, в этой матрице, чтобы я был в безопасности. Если мы в это истинно верим, мы в безопасности, где бы мы ни находились. Есть знакомые у меня в разных местах, так сказать, и не самых спокойных, которые сейчас на планете существуют. И когда человек верит, он даже в самом, как казалось бы, небезопасном месте может продолжать оставаться в безопасности. То есть эти примеры, они есть, и вы можете их найти в интернетах. И, в общем-то, на самом деле это очень конкретно, да. То есть, если мы понимаем, что страх нас наиболее сильно втягивает в веру в то, что мы являемся физическим телом, то мы сами, как сознание, если мы знаем свою природу как сознание, можем создать опыт и создать такой опыт, в котором мы будем в безопасном пространстве. На самом деле, с точки зрения души, если мы уже достаточно конкретно ощущаем себя как душу, мы знаем, что мы всегда в безопасности, потому что сознание неуничтожимо по своей природе, оно бессмертное, вечное и так далее. То есть его невозможно убить в принципе. Этого не существует, потому что это ничто не можно никак разрушить. Вот, и таким образом,
если мы уже знаем эту свою природу, мы знаем, что мы всегда в безопасности, вне зависимости от того, что случилось с нашей куколкой, в которую мы играемся, в этом воплощении нашем очередном. Почему? Потому что получается, что даже если с куколкой, грубо говоря, что-то произошло, то мы все равно остаемся. Мы все равно будем тем, кем мы являемся, просто, ну, как костюмчик. Знаете, вот тело можно еще аналогию провести как костюм. Прекрасный костюм, восхитительный, просто обожаю. И на самом деле отношение к этому костюму тоже отдельная тема, которую тоже хотелось бы рассказать. И при этом, какой бы восхитительный ни был этот костюм, мой очередной, в котором я проживаю вот это воплощение, я понимаю, что у меня было еще куча костюмов, и если я захочу, я могу еще костюмчик другой примерить. Возможно, лично я уже не захочу, потому что я уже достаточно много поиграл, даже на этой планете одной, не говоря уже о каких-то других, что, в принципе, я могу просто этот костюмчик оставить и просто вернуться к своей чистой природе, и там тоже развлекаться, потому что там тоже есть свои прикольчики. Вот, и таким образом получается, что если мы очень конкретно осознаем, кто мы на самом деле, такая вещь, как страх, она просто растворяется, потому что она не имеет никакого смысла. Потому что сознание, в принципе, неуничтожимо, и максимум, что можно уничтожить, это костюм. Вот. Теперь мне хотелось бы поговорить немножко об отношении к физическому телу с точки зрения того, кто, например, хочет вспоминать о том, кем он является на самом деле. Очень часто в разных духовных традициях говорилось о том, что тело, культивировалось как будто, о том, что тело это что-то плохое, это какой-то враг, как будто вот это противоположность души, то есть все такое. И как будто бы культивировалось то, что к телу надо плохо относиться. А поскольку мировые религии очень сильно распространены на планете, то получается, как будто бы это убеждение очень-очень сильно распространено. И мы возвращаемся к теме, то, что страдание очень сильно культивировалось. И его было достаточно много по разным причинам. Можно сказать, что одна из причин того, что когда сознание вот себя ощутило вот в этой форме, для него это очень неестественная форма, потому что оно вечно безгранично, а тут оно чрезвычайно ограничено, то есть мы вот об камень ударились, больно, значит мы это в теле, а все остальное это не я. Огромный мир, и я такой маленький. Один момент. Второй момент, то, что мы, получается, вот и так уже ограничены, так еще и мы умрем обязательно. Это просто выстрел в голову, потому что это жестоко. Мы привыкли об этом не думать, как люди, потому что, можно сказать, потому что мы и сознание, да? Но, с другой стороны, и мы как будто бы где-то глубоко знаем, что мы на самом деле не умрем. И это все игра, и это все матрица, и это все просто прикол. Один большой, вот, который вышел из-под контроля. Или нет. Вот, но мы также с точки зрения физического тела ощущаем то, что оно когда-нибудь выйдет из строя. Сколько бы в теле ни жили, там 100 лет, там с точки зрения той же Библии, там 1000 лет, но 1000 или 100 это очень конечное, очень ограниченный срок, да, по сравнению с тем, сколько живет планета, сколько живет Солнце. Вот, и таким образом мы, как этот пупсик, осознает, что он когда-нибудь отправится, грубо говоря, на свалку, да, или в гробик, или что-то такое. И если мы верим, что мы человек, это чрезвычайно страшно, друзья мои. И это надо увидеть, и это надо, как это сказать? Потому что пока мы этого не видим, этот страх, он настолько может быть сильным, что он даже не осознается. То есть сознание, которое как бы в этом теле, оно понимает, что думать об этом страхе, это просто чрезвычайно больно и страшно, и поэтому оно выбирает о нем не думать. Поэтому этот страх уходит в такие слои, которые называются подсознание, то есть мы его перестаем осознавать. Но то, что мы его перестали осознавать, это не значит, что он перестал работать. И получается, что он нас, грубо говоря, заставляет, да, делать какие-то вещи, бежать непонятно зачем, непонятно куда, заработать больше денег зачем, построить глубже бункер зачем, опять же. То есть у нас появляется огромное количество желаний,
просто чтобы хоть как-то заесть, грубо говоря, вот этот огромный страх. И это надо увидеть, потому что он мешает нам быть свободными, мешает проявлять нам то, что мы можем проявлять как душа, потому что мы как душа, вот этот 7-й уровень, чистое сознание, у нас есть огромное количество прошлых воплощений, и мы очень любили играться даже в мирах тонких, да, то есть, можно сказать, в мирах сознания, да, хотя все есть миры сознания в целом, ну, не физических мирах, не материальных мирах, в таком конкретном уровне, как мы проживаем здесь. И таким образом получается, что мы можем проявить себя, не себя, как вот этого товарища Пупсика, да, человека, со всеми его прекрасными возможностями, способностями, но мы можем проявить себя как душу или духа, или чистое сознание, но оно, как бы это сказать, индивидуализированное, то есть оно ощущает себя как тоже нечто отдельное от всего, что есть, но в меньшей степени. И у него накопилось определенное количество за эти жизни каких-то талантов, каких-то, ну, условно говоря, сильных сторон, и мы можем это проявлять. Но мы очень часто боимся это сделать, просто потому что нам сказала когда-то мама, учительница, воспитательница: а не надо выделяться, будь поскромнее, посмотри, кто-то делает так. И мы как будто бы вот начинаем вот в эту вот структуру заходить, и за что мы в эту структуру заходим, это именно за наши страхи, потому что иначе нас накажут, нам будет плохо. То есть на самом деле нас очень сильно втягивает вот эта вот история в то, чтобы не проявлять себя тем, кем мы являемся на самом деле, во всей полноте нас. А у нас такая колоссальная у каждого из нас, если мы говорим с точки зрения разделения, конечно, но это тонкий момент на самом деле, потому что все есть мы, все есть я, то, что я воспринимаю. И при этом я как индивидуальная душа, как индивидуализированное сознание, вот это вот 7-й уровень, условно говоря, и у меня есть огромное количество чувств, которые я проживал, которые я могу прожить и могу выразить. И это просто колоссально. Я пытаюсь в этих встречах, эфирах хоть что-то передать, хоть крупицу того, что я изнутри себя чувствую. И я бы мог, честно говоря, просто ничего не говорить, просто смотреть и пытаться вот это ощущение передать. Но, возможно, это было бы сложновато смотреть, поэтому я что-то говорю, чтобы просто немножечко для ума что-то было, чтобы ум мог за что-то зацепиться. На самом деле, то, что мне хочется передать, оно не находится в словах или в концепциях, оно глубже, и это та чистая природа, которой каждый является и которую каждый может проявлять. И это просто настолько невероятно и грандиозно, что не поддается никакому описанию. Это... У меня нет слов для того, чтобы это описать. И при этом, если мы застреваем очень сильно в убеждении того, что мы те, кем мы на самом деле не являемся, например, физическое тело, то мы сразу вот эту вот огромную нашу красоту, она сразу сворачивается, и мы начинаем бояться переживать и, в общем, не проявлять себя, свою уникальность, свою красоту, свою природу, свое сознание, вот то, как со всеми его гранями, мудростью, опытом и всем. Поэтому что здесь можно сделать? Можно увидеть этот страх, понять, что он не имеет под собой на самом деле никакой основы. Но если это пока сложно сделать, мы просто как сознание, как игрок, который сюда пришел играть, мы говорим: я хочу проживать безопасное пространство. Я нахожусь в безопасном пространстве, у меня все хорошо. И это на самом деле работает очень конкретно. Конечно, могут влезать сомнения, и с этими сомнениями можно потом работать, в принципе, взаимодействовать. Но на самом деле, если мы верим, что что-то так, как оно есть, сознание наблюдателя влияет на результат эксперимента. Будь это крошечный электрончик или физическое тело. Ну, в 2022 году уже Нобеля дали по физике за то, что очень грубо говоря доказали то, что никакая формула не может, даже очень умного дяди, не может полностью от начала до конца объяснить вот эти вот все нюансы, которые на самом деле зависят от сознания. Вот. На самом деле это уже очень много, то, что я сказал. По поводу хорошего отношения к телу. Я начал об этом говорить, но пока не закончил. То есть с точки зрения каких-то духовных концепций, которые очень сильно распространились за счет, например, того, что
все-таки человек хочет найти выход, хочет выйти за пределы. И каким бы он ни был материалистическим, ему хочется верить, что что-то еще есть, потому что слишком, матерное слово, страшно осознавать, что просто твой пупсик выйдет из строя, и у тебя выключат свет, и больше ничего. Это чрезвычайно страшно, и этот страх все-таки движет человека, на самом деле, находить что-то. И в том числе организованные религии могут давать определенный ответ на этот вопрос, но у них есть свои концепции, и, например, если буддизм даже не является религией, да, христианство религией является, как и ислам, да, те, кто, например, Иешуа признают как Бога, пророка, разные интерпретации, очень много разных течений. Вот, мы можем посмотреть на, грубо говоря, авторов этих философско-религиозных течений. Гаутама Будда, который ушел из дворца Гаутамы Сиддхартха. Его звали как человека. Он ушел из дворца и огромное количество страданий прошел перед тем, как, так сказать, прийти к вот этому просветлению. Очень жесткая аскеза была у него и так далее. Тот же Иешуа, ну, вообще он плохо кончил, как многие из вас знают. Иисус, да, если кто-то не в курсе. И таким образом, как будто бы закладывается где-то на подкорку, что если ты хочешь быть духовным, ну, те же самые аскеты, монахи, все они шли за своими идеалами. И таким образом получается, что как будто бы вот если ты хочешь вдруг понять, кто ты есть, пойти духовным путем для кого-то, да, хотя на самом деле сейчас уже духовный путь, как будто бы это не единственная дорожка, что можно уже через науку пойти, можно просто пройти через чувствование, там, природу и просто наблюдение. То есть путей-то разных на самом деле много. Да, но если говорить вот такие вот традиционные пути куда-то за пределы, хотя в итоге они очень часто складываются в определенные просто правила и ритуалы, в которых застревают огромное количество людей, в общем, никуда не выходят за пределы, то есть тех, кто осознал себя, чрезвычайно мало, несмотря на то, сколько випассан проводится каждый день и каждый год, то есть это очень много там своих нюансов есть. Так вот, один из нюансов заключается в том, что к своему телу как будто бы принято относиться плохо. Почему? Потому что оно все такое вот непонятное, маленькое, все что-то нам не нравится, и не идеальное, не то, которое бы мы хотели. И как будто бы культивируется такая идея, что тело должно страдать, чтобы мы вообще что-то могли осознать. На самом деле это абсолютно не так. И это очень большое заблуждение, которое сейчас как будто бы просто должно быть преодолено, потому что сейчас огромное количество людей начинают пробуждаться. И если они все захотят пойти через страдания, ребята, выходим. Вот, то есть на самом деле надо понять, что страдание — это абсолютно не обязательная вещь ни для жизни, в принципе, на Земле, ни для познания своей истинной природы. Наоборот, все можно сделать очень легко, очень красиво и очень, ну, в большой радости и наслаждении. Просто наслаждаться каждым моментом. И я не говорю, что если вы действительно дойдете до конца этого путешествия как осознание себя, вот этим чистым сознанием, что у меня заняло, там, условно говоря, в этой жизни там, больше 12 лет, возможно, у вас будет гораздо быстрее, как бы все возможно, сейчас все проще и проще эти вещи делать, вот, то я не говорю, что не будет грустных моментов. Я не буду говорить и, так сказать, посыпать сахаром, и говорит, что это будет сплошное блаженство, и ничего кроме блаженства нет, совершенно не так, потому что эти убеждения, наши ограничивающие, которые в нас сидят, они должны быть отпущены. Грубо говоря, мы должны понять, что мы не эта маечка, не этот костюмчик замечательный, и не то, что мы привыкли о себе думать, как о личности. Поэтому могут быть моменты не очень приятные или очень неприятные, потому что для вот это осознание своей истинной природы, то есть полное освобождение, с точки зрения нашего пупсика, оно может считываться как смерть. И поэтому это колоссальный страх, огромный страх. Там много всего есть, что как будто бы мешает нам, да, и мы не хотим туда глядеть. Не просто так за пределы вышли там из миллиардов людей, которые когда-либо жили на планете, ну, всего несколько десятков тысяч, насколько я знаю. И это не просто так происходит. Почему это так сложно? Потому что очень сильная вот эта гравитация, вера в то, что мы физика, но при этом я не говорю, что это невозможно преодолеть, потому что это можно преодолеть, и у меня это получилось благодаря мне, потому что кроме меня ничего нет, и теперь я знаю, можно сказать, благодаря тем прекрасным учителям, которые у меня были на этом пути, и тем, кто делился мудростью, своими осознаниями, и меня это вдохновляло, и, возможно, одна из причин, почему я остался в этом теле,
Ну, если меня кто-то вдохновил, может быть, я пару-тройку вдохновлю пупсиков или душ для того, чтобы они тоже вышли, чтобы они узнали хотя бы, что это возможно, в принципе. Потому что как будто бы создается впечатление, что это только вообще для избранных и больше ни для кого. Вот Будда, он ему памятники, храмы, а вы сидите тут и это самое, копошитесь в белочке. На самом деле это возможно для каждого, просто есть определенные нюансы, например, заход в самые свои глубокие страхи, чтобы от них освободиться, потому что пока мы за эти страхи держимся, и мы как будто бы являемся их заложниками. Да? Таким образом, такую иллюзию себе создаем, что мы заложники вот этих вот страхов. И на самом деле, я уже говорил об этом в прошлый раз, о том, что благодаря тому, что вот через вот эти вот все ковиды, операции и прочие вещи, огромное количество страхов человека, наконец, людей, наконец, человечество, наконец, стало видимым, получается, что это смогло осветиться. Прекрасный вопрос. И когда мы увидели эти страхи, мы их как будто частично отпустили, пошли дальше. Очередная операция, опять огромное количество страхов постепенно, и опять ясное видение этих страхов их растворяет, и мы находимся в более чистой окружающей среде, условно говоря, чем когда-либо. Очень прекрасный вопрос, какие инструменты имеются к достижению «я есть». На самом деле, можно сказать в первую очередь, что у меня как бы встреча в целом про вот эти слои, я позволю себе отвлечься, потому что это конкретный вопрос, и очень много есть недопонимания. Можно сказать, вопрос, какие инструменты к достижению «я есть». Какие могут быть инструменты для того, чтобы видеть свой собственный нос? В принципе, никаких, да? То есть мы всегда являлись этим самым «я есть» или чистым сознанием, мы просто это не воспринимали. В принципе, я, конечно, могу ответить и попытаться что-то нарисовать, но на самом деле инструментов просто наблюдать, просто постоянно осознавать. И на самом деле, то есть достигать нечего. Здесь мы в любой момент можем взять и вспомнить, кто мы есть. Просто для нашего, так сказать, эго это будет настолько больно, что мы, если прям сразу резко осознаем, мы, возможно, не захотим здесь задерживаться. Поэтому это будет очень грубое пробуждение. У меня знакомые сделали фильм «Грубое пробуждение». Вот это будет чрезвычайно грубое пробуждение. Да? Но, в принципе, на самом деле все максимально просто. Ты просто отбрасываешь все представления о себе, какие бы у тебя только не были об этом мире, и ты внезапно попадаешь и осознаешь. Если ничего, когда ты вот все вот эти слои иллюзий, убеждений, представлений счищаешь, ты внезапно осознаешь. Так, пусто, больше ничего нету. Никаких чувств, никаких мыслей, никаких эмоций. И вот в этом состоянии ты находишься, и ты внезапно в какой-то момент осознаешь, я существую. Блин. И можно сказать, что ты достиг в этот момент. И все. А что еще? Просто мы настолько не хотим туда идти, часть нас, которую мы так долго, год за годом строили, выстраивали, и в садике, и учили, и в школе, и на работе, и муж-то у нас такой прекрасный, или жена, или что-то такое. Да-да-да. Да-да-да. Так, соответственно, вдруг внезапно мы просто есть, я просто есть, и я приехал, я дошел. Но мы так не хотим туда идти, потому что мы же так любим играть роли. Мы просто в нашем театре, мы такие фанаты, мы такую классную роль сейчас выдадим. Мы продумываем эти роли. Мы просто фанаты этой игры. Мы ее настолько хорошо знаем, мы столько раз здесь были, столько воплощений. И это просто удивительно, как сложно нам перестать играть. Потому что мы играли с детства у этих солдатиков, если мы были мальчиками. И нас это так увлекало. У меня было с другом, Степан, вряд ли из вас кто-то его знает, но у нас какое-то это ружье было, и мы туда фломастер, и, значит, вот это вот замки какие-то строим, солдатиков, весело, да? При этом, когда
это происходит на физическом уровне, не очень весело. Вот. И мы очень сильно любили играть в это. И если мы осознаем, что все, что мы создаем, это создаем именно мы, когда мы примем полную ответственность за нашу жизнь, то это не так-то просто. Потому что, принять ответственность за все дерьмо, которое мы видим в нашей жизни, это, не так просто. Я знаю, о чем говорю, и я думаю, что вы знаете, либо догадываетесь, о чем я сейчас говорю. При этом это единственный ключ к тому, чтобы принять ответственность за свою жизнь. Принять полную ответственность за всю вашу жизнь, которую вы проигрываете в своем театре, в своем спектакле. И это не самый простой путь, но это тот путь, который я знаю, и он, на мой взгляд, единственный. Да? То есть пока вы будете ощущать, что кто-то сделал что-то, кто-то сделал куда-то, мы чрезвычайно отвлеклись, но почему бы нет? Мы все-таки делаем все для себя. Вот. Но на самом деле один из моментов здесь очень важный, и заключается он в том, что по сути единственным инструментом это просто осознание, просто наблюдение. И если спрашивать, каким образом можно освободиться от убеждения, что я являюсь своим физическим телом, мой ответ будет просто наблюдать. И при этом у нас есть определенные механизмы, да, которые нам говорят, и мы очень много вещей делаем на автопилоте. Если я проводил аналогию, что физическое тело – это как машина, в которой мы сели и поехали, и мы уже, если мы долго ездим на ней, не первый раз сели, а долго очень ездим, мы вообще не замечаем, мы включили музыку, мы общаемся там с товарищем, которым сидит на заднем сиденье или соседнем. Мы едем, мы наслаждаемся поездкой, на самом деле, и это круто. Да? И при этом мы совершенно перестаем осознавать то, что происходит. Да? То, что мы жмем на какие-то педали, то, что происходит. И, грубо говоря, начинаем верить, что мы машина в этом примере. Наверное, правильно было бы сказать так. Мало, наверное, тех, кто верит именно, что он является своей машиной по-серьезки. Да, но он очень переживает, если его машину вдруг поцарапали или разбили, и ему это не нравится, как будто бы его ударили. Он может так даже сказать. И так воспринимать. Так вот, что нужно делать для того, чтобы избавиться от этой самой иллюзии, которая очень глобальная, которая заставляет нас думать, что мы являемся физическим телом. Просто осознать, что это не так, то есть просто наблюдать. Один из вариантов, который я пробовал, мне понравился, и я им могу поделиться, это просто наблюдать за своим физическим телом в каждом моменте времени. Я сижу сейчас, говорю с вами, я наблюдаю за тем, как я красочно, эмоционально рассказываю про какую-то вещь, потом я буду наблюдать, например, что я пошел покушал, и я наблюдаю, как челюстью прожевывают пищу. И эти моменты, которые мы забываем наблюдать, они как будто бы выпадают из сознания, как будто мы просто забываемся, и мы уже чувствуем себя своим телом. Но когда мы максимально осознанно в каждый момент времени будем наблюдать, мы в какой-то момент поймем, что нет, я все-таки не тело. Потому что я бы здесь вряд ли ходим в туалет, едим, спим и постоянно наблюдаем за тем, что делает наше физическое тело. Я пробовал эту практику, это можно даже назвать инструментом, да, я сказал, что вопрос про инструменты достижения, да, немножко, как это сказать, не совсем правильно как будто бы создан, потому что достигать нечего, мы всегда являлись этим чистым сознанием и просто забыли о том, что мы им являемся. Но если говорить о каких-то инструментах для того, чтобы, так сказать, перестать себя ассоциировать с этим физическим телом, мы просто можем взять и наблюдать. Просто постоянно наблюдать. И в какой-то момент, сколько у вас это займет, кто знает, может быть день, может быть месяц, может быть год, абсолютно разная, и для каждого у всех может быть разная ситуация, что в какой-то момент вы поймете, нет, я на самом деле не физическое тело. Я на самом деле что-то больше. И на самом деле в предстоящую неделю можете попробовать с этим поиграться и с наблюдением этим постоянным. И если у кого-то вдруг какие-то непростые ситуации вокруг, можно осознать себя игроком внутри своей игры и сказать, я выбираю классный опыт, я выбираю то, что я в безопасности. Сейчас мой этот персонаж, который я его в безопасное пространство
погружаю, вы делаете глубокий вдох, и говорите: я в безопасности, ребят. Вот, это те инструменты, которые, можно сказать, мне близки, да, я их пробовал, и я их могу посоветовать. Вот, и мне на самом деле хочется плавно двигаться к завершению этой встречи. Я говорил о том, что, возможно, вот она уже час идет, я говорил о том, что, возможно, какие-то будут музыкальные небольшие моменты, фрагменты. То есть я просто предлагаю сейчас, на самом деле, закрыть глаза и просто погрузиться в это ощущение внутреннее, в себя. Потому что, например, наше физическое зрение, оно очень сильно нас, так сказать, втягивает вот когда мы видим, мы сразу как будто бы в это разделение начинаем верить, потому что есть мой глаз и есть то, что находится за пределами моего глаза. Есть тело и есть то, что находится за пределами моего тела. Мы сразу, у нас через зрение очень сильно идет втягивание вот в эту иллюзию того, что мы являемся этим физическим телом. Поэтому, например, те же медитации очень часто советую делать с закрытыми глазами, хотя после вы уже можете делать их с открытыми глазами, просто для начала, просто потому что вам было проще немножечко разотождествиться с вот этой вот мыслью о том, что я тело. Поэтому предлагаю просто сейчас немножечко почувствовать себя, закрыть глаза и просто спокойно подышать. И просто спокойно пронаблюдать за всеми удивительными процессами, которые сейчас происходят в вашем физическом теле. Потому что чем больше мы хотим от чего-то убежать, тем больше это нас возвращает к себе. То есть единственным путем это пройти через это, увидеть, ощутить. Можете почувствовать, как бьется ваше сердце. Можете почувствовать, как вы дышите. Можете почувствовать, как себя это ощущает сейчас ваше физическое тело. Болит ли у вас что-то, или наоборот все хорошо, комфортно, и вы расслаблены, вы спокойны. Предлагаю просто побыть в этом состоянии некоторое время, в состоянии наблюдения. Это сердце бьется постоянно, вне зависимости от того, хотите вы это своим умом или нет. Оно просто совершает свою работу. Минута за минутой, день за днем. Ваши легкие очень стабильно и прекрасным образом, специально для вас, чтобы вы могли продолжать проживать эту игру. Делают вдох, расширяясь, и выдох, наоборот, сужаясь, выпуская весь углекислый газ. Это на самом деле настолько смешно, когда вы видите весь этот абсурд, все эти гонки на белочьих колесах. Просто мы ищем вот это вот ощущение, можно сказать, счастья. Но на самом деле абсолютно ничего не мешает нам его испытывать. Потому что мы очень часто боимся, беспокоимся от того, что будет завтра, что будет через неделю, что будет с моими родственниками, моими родителями, моими детьми. Но мы можем этого не делать. И на самом деле физическое тело, оно просто прекрасно, потому что оно всегда позволяет нам быть здесь и сейчас.
Просто почувствуйте свое тело. Если вы увлеклись какими-то мыслями, выражением каких-то эмоций, совершенно забыли о себе, просто вспомните, что сейчас чувствует ваше тело. И вы сразу внезапно поймете, может быть, не так уж я сильно разозлен или расстроен. Может быть, не так уж важны те мысли и беспокойства, о которых думал мой ум. Все же на самом деле хорошо. Я предполагаю, что каждый из вас сейчас сидит в теплом, уютном месте, насколько он может это позволить себе. И его тело чувствует себя в комфорте и безопасности. И это на самом деле так здорово. И ни в каких там других ангельских мирах или мирах сознания нет возможности испытать настолько яркий, настолько удивительный вот этот вот опыт, физический опыт, как человека на планете Земля. Это грандиозно, друзья мои, это грандиозно, и мы можем часто не ценить это просто потому, что мы привыкли к этому, мы думаем, что как будто ничего больше нет, но на самом деле есть очень много всего. Часть из этого я буду говорить, о части этого я буду говорить в следующих встречах. И как же это здорово, что не обязательно идти через страдания, как ходили очень многие мастера прошлого. Как же здорово, что мы можем просто наслаждаться своей жизнью. День за днем, вне зависимости от того, что выбирают люди вокруг. Это настолько невероятно, это удивительные возможности, которые сейчас открываются, которых никогда не было на этой планете. В таком виде, в такой форме. Такое удобство, когда человек не обязан физическим трудом зарабатывать себе на хлеб, тяжелым трудом, как делало большинство населения этой планеты. Потому что нужно есть, значит, нужно пахать поле, нужно заботиться о том, что его кто-то полил, кто-то собрал урожай, и все это каждый год, огромное количество труда. Сейчас очень много механизмов на службе у человека, и человечество готово сделать это для него, чтобы он больше просто насладился собой, насладился этой жизнью, этой невероятной жизнью, с таким количеством возможностей, с таким количеством невероятных потенциалов. Это просто невероятно. Это выходит за пределы всего того, о чем мы привыкли думать и знать. И все эти опыты на этой планете доступны нам благодаря нашему прекрасному физическому телу. Во многом. Конечно, есть еще другие уровни нас, но без нашего физического тела таким образом прожить опыт мы бы не смогли. Поэтому очень важное чувство, которое можно испытать вот этой прекрасной физической формы, которую мы населяем, каждый из нас, это, конечно же, благодарность, потому что оно служит нам каждым биением сердца, каждым вдохом и выдохом. Даже когда мы кушаем, выходим в туалет, оно позволяет нам дальше оставаться в этой игре, в этой удивительной, уникальной игре под названием «Человек на планете Земля». Эти дети, которые сейчас приходят, у них другое сознание, они будут очень сильно менять этот мир. И через 10, 20, 30 лет мы, возможно, просто не узнаем то место, которое мы привыкли думать, что мы очень хорошо знаем. И те события, которые происходят в предыдущем году и в этом году, как будто только говорят нам о том, что все будет так же продолжаться кругами, циклами до бесконечности. Нет, это совершенно не так, и все очень-очень конкретным образом меняется просто для того, чтобы что-то изменилось. Что-то старое должно уйти, и это старое отыгрывает свои последние спектакли. И для немалого количества это проживается достаточно болезненно. Мы уходим в новый мир, мы переходим в новый мир, поэтому
просто быть здесь, держаться и потому что то, что будет уже не через 10 и не 20-30 лет, а уже через год-другой, это, это невероятно. И на самом деле вы выбираете, какой опыт вам проживать с точки зрения сознания, потому что вы являетесь этим игроком. И когда вы освобождаетесь от иллюзий, первую из которых мы сегодня обсуждали, то, что я являюсь физическим телом, вы постепенно начинаете освобождаться и становиться все более свободными и все более легкими. И вы начинаете понимать, что ничего не потеряно, все на самом деле хорошо. Просто я немножко заигрался. Ваше тело может говорить вам о том, что вы очень маленький и нецельный, потому что у вас либо мужское тело, либо женское. Если у вас женское тело, вы можете думать, что вы нецельны, потому что нет мужчины рядом. Если у вас мужское тело, вы можете думать, что у женщины нет рядом, если вы не в отношениях сейчас. Но на самом деле абсолютно все внутри. И внутренний мужчина, если хотите, и внутренняя женщина. Все включено в вас. Вы цельны, вы совершенны, как чистое сознание. И вы можете просто это почувствовать. Когда вы становитесь более и более легкими, такое количество прекрасных потенциалов открывается для вас, которые раньше были закрыты, потому что вы думали, что вы такой маленький, вы ничего не можете, как будто вы жертва обстоятельств. Когда вы принимаете ответственность за все, что у вас есть в своей жизни, это может быть больно в первые моменты, но потом это открывает для вас, грубо говоря, все двери. Потому что нет ничего невозможного, будь это хождение по воде или путешествие с 3 детьми небольшого возраста, или любая мечта, в принципе, может быть осуществимой, она является осуществимой. Вопрос, захотите ли вы в это идти или нет. Даже мечта вспомнить о том, кем вы на самом деле являетесь, тоже осуществима. Я знаю это на своем опыте. Мне просто хочется этим поделиться. Просто плавно переходя к осознанию того, что я есть человек, к тому, что я есть душа, это кардинально меняет. Все правила игры просто меняются. И на планете это происходит прямо сейчас. Просто нужно время, потому что очень много игроков, которые частично еще как будто бы хотят играть в старые игры, но все меняется, и очень скоро, даже не через 20-30 лет, а уже через год-два вещи будут меняться достаточно сильно. Но в первую очередь для каждого из вас интересно именно то, что происходит в вашей жизни, и только вот это осознавание, кем вы являетесь, может вывести вас за пределы ограничивающих убеждений, наших выдуманных ограничений, чтобы поиграть уже в новую игру, более легкую, более свободную, приносящую больше радости и удовольствия.
можете это почувствовать прямо сейчас, потому что время на самом деле иллюзия. Каждый, кто будет смотреть этот эфир, будет смотреть его сейчас, вне зависимости, он делает это. 8 с небольшим часов вечера или через час, через день, через год. Все происходит сейчас. Ну что же, я благодарю всех, кто здесь был. Я понимаю, что вне разделения это был я в каждом из вас. Я благодарю себя, и это здорово, что есть такая возможность делиться тем, чем хочется поделиться. Поэтому благодарю вас. И помните, что все удивительно прекрасно, как бы это ни казалось. Всем пока.